первые 10 минут. То есть постсоветских стран по-любому все это делают. Говоришь, куда мы едем? А куда мы едем? А вы летим. думаете... Нет. Говори. Вот, я говорю, мы едем в Прагу. Вы думаете, что мы в Прагу едем? Слишком просто. Мы едем в аэропорт Но мы там тоже Праги. будем. Да, мы едем в аэропорт Праги, а потом после... Мы так вот поскладывали чемоданы. Ну, вот это вот наш чемодан. И вот это вот наш. Это уже чемодан. И, в общем, они надо укладываются отсюда. Даша сидела на этом месте. И я пару раз чуть чемодан не задавил, потому что он гулял, короче, по вагону сам по себе. Я сейчас заодно тестирую новый гимбал, стабилизатор, который купил. Ну, вроде как интересно. Вот она пишет скорость, с которой он едет. Пока не видно. Ну, где-то 150 км в час он показывал. Ладно, потом включимся. Все, мы уже в Праге. Сейчас будем идти на трансфер. На иду, где шаттл-бас едет. Купим билеты и в аэропорт. У нас какой там был? 130 с чем-то? Мы решили, что нам еще надо что-то попить взять, потому что мы будем ждать, ну, в самолете лететь, и пока там посадка будет, пырым-пырым. Я говорю, что нужно забронить duty free напиток. Даша спрашивает, почему забронить, что так нельзя купить. Можно, но дороже. А если ты бронишь, тебе не надо ни в очереди особо стоять. Ну, вот заходишь на официальный сайт, duty free, click and collect. 10% минус дают на заказ. Если алкоголь берешь, то вообще неплохо. Вот такой лайфхак небольшой. Наконец-то мы с Дашкой прошли все мученические эти. Ну, попался нам не очень такой на паспортном контроле, такой неприятный чувачок, накопался чуть-чуть. Даша, что-то там паспорт не могли 300 раз просканировать. Лазим по дютику. Даже думаю, что хватит с собой, ну? Да, молодцы. Так, а я хотел посмотреть воду. А воды обычно тут нет, да. Тут есть только пивашка. Вот что. Я наконец-то могу поснимать, потому что все это время мы ходили с этими чемоданами. Ну, реально, не так уж тяжело было, как я себе представлял с ними ходить. Ну, просто у меня руки заняты и все. А так я их катил и катил. Ну, плюс все это было в кипиш
что, в стрессе хотелось Не, не побыстрее? было ничего в стрессе. Ну. А у тебя что, ты себе сидишь и все? Ну, хотелось побыстрее это все пройти, чтобы все было ок. Я стою, он сканирует мой паспорт 5 минут. Я уже себе кручу худшие... На парфюмерию пришли. Ты можешь что-то попробовать, если ты хочешь. А, кстати, я вот эту вот версию парфюма я не пробовал. Ну, я уже устал от них. У меня дома есть один такой почти целый мини-флакончик. Я им не пользуюсь. Так, что тут есть еще интересного? Комфорт. Вот эти очень хорошие. У меня когда-то была такая, ну, не такая, мини-версию брали. Ну, Это так и было. Вау. Ну, это моя мечта. Я обожаю Твиксера на карамели, вообще обожаю соленую карамель. Где мечта о дубайский? великом, Даша. Где дубайский Как шоколад? в фильме «Курьер», когда пальто ему подарил. Класс, класс. Я такое Ух ты, обожаю. Тина. Да. Ой, Доволен. Я просто офигительно доволен этой штукой, потому что она очень удобная. С ней очень удобно снимать 1000 раз. Я не перекручиваю так вот телефон. Надеюсь, меня видно нормально в кадре. да, думаю, да. Что здесь? Нам дали в самолете, ой, не в самолете, при регистрации она спросила, все ли ок у нас со здоровьем, потому что она хочет нам дать, спросила, все ли ок у нас со здоровьем, потому что она нам хочет дать билеты у аварийного выхода. Я говорю, да, без проблем, типа, давайте. Спросила, Даша не беременна или может они. Так что мы летим у аварийных выходов. Ну, то, но единственный минус, что там окна не видно. Даша хотела посмотреть в окно. Но зато место... Говорить, что не все ок. Давай А я снова сразу не окна. вспомнил, что там нет окна. Там получается просто такая дверь и... Hello. Hello. Так, я сюда первый залезу. Ага. Даша. Пару слов. Все так было, ну, в суматохе, быстро-быстро, что у меня не было никаких волнений. Я сейчас не осознаю того, что я буду Села в летать. электронную птицу и сейчас полетишь. Да. И мы еще возле аварийного выхода. И когда, я понимаю, мы когда взлетим уже в небе, то мы с тобой можем поменяться, и я сяду в окна. Yes. Да. Ну, я переживала, будет окно у аварийного выхода или нет, потому что хотелось бы там и море посмотреть и прочее. Но оно есть, оно, правда, очень такое грязное, поцарапанное, заляпанное, но оно есть. Мы на поздний ужин собрались, но просто света нет. Едим тупо в потемках. 3 часа я просил вилки, потому что не было долбанных вилок. Пока что впечатление, мягко говоря, никакое. Alle zusammen ein bisschen Tempo bitte, ein bisschen starker Applaus. Wow, alright.
завтрак с 7:00 до 10:00. Если вы просыпаетесь в 7:00 и будете ждать на завтрак, то здесь, в принципе, никого не будет. Можно спокойно себе все утро набирать. Начнем с выпечки. Выпечка обычная, но разнообразная. Есть вот эти вот вкусные, не знаю, как они называются. Кексы. Ну, сейчас снимем, а потом пойдем набираться. Так. Эти круассаны полюбились. А мне они не очень. Ну, вот эти, кстати, не пробовал. Пирог с фаршем, просто сдобная булочка, помидоры с сыром, овес с молоком. Арбуз, кстати, сегодня хороший, очень чистый. Дыня, нарезка салата. Вот эти наши лимонады берут уже который раз, они натуральные и вкусные, действительно. Это не лимонад, это просто водичка. Я понимаю, да, ну такая. Хорошо. Так, по фруктам все. Дрессинги типа для чего? Йогурты просто какие-то. Ну да. Всякие посылки. Кстати, яйца нормально вчера. Да, хорошо. Ну, здесь все стандартно. Хлопья обычное, молоко. Халва, кстати. Или что, даже халва? Похоже на халву, да? Ну, не очень похоже. Халва твердая. Нет, это халва. Ну, а я такое не хочу. Вообще я люблю халву, но интересно. А, кстати, сколько продуктов есть? Ага. Ну, просто этот раздел особо не изучали. Да, мы когда все-таки Ага. смотрели. Даже видишь, есть. Ну, это такой типа дешевый рахатука. Есть такой тостер, можно себе приготовить запеченное. Есть также нарезка. Ну, немного ее, но может быть. Мы только вот туда берем, потому что остальное доверие не вызывает. Сыр, понятия не имею, что это за сыр, мы тоже пробовали, вроде бы ничего. Ну, вот этот и вкусный. Ой, да, это очень вкусно. Да. Это мы еще не показали. Оливки. Оливки есть просто в рассоле вкусные, а есть как бы маринованные, что ли, не знаю, мне не очень нравится. Да, они кислые. Ну, не слишком. Кстати, руколы нет сегодня. Луковые? Да, вот просто обычный салат Да. есть, то тут дают руколу, а очень свежая, очень хорошая, очень вкусная. Нет, да. Ну, собственно, и все. И все. А, и все. Да. Такой быстрый обзор. Ну, здесь, понятное дело, вот эти вот беспонтовые, не очень вкусные соки, нектары, чай. Тоже кофе какой-то. Мы обычно с Дашей тут завтракаем. Место действительно красивое. Над дизайном поработали. Ресторан небольшой, выбор тоже не очень большой на завтрак, по крайней мере. Ага. И котов-то, слава богу, нет. Ну только вот этот один, понимаете. Да. Ну что, мы пойдем сядем? Да, будем кушать. Куда? Можно сказать, что мы готовим уже третий завтрак здесь, и завтраки абсолютно одинаковые.
И завтраки одинаковые, и обед плюс-минус тоже одинаковый. Вот это мы Да. попали один раз на хороший ужин, ну потом подснимем еще отдельно ужин. Да, завтраки одинаковые, не прям слишком изобилие, но мы не остаемся голодными, мы очень много берем разного и вкусного. Из того, что мы забыли подснять. Я ела, очень вкусно. Плюс там панкейки уже разные жарят, там и пончики и так далее. Омлет есть. Ну, голодным не останешься. Мы едем в себя. На улице где-то... Чуть-чуть не уехали в Манагат, но едем в себя. На улице где-то 120, наверное, градусов. Да не, ну нормально, ну как, парка просто очень, даже не столько жарко, сколько парка. Вообще одни маршрутки. Sassy. Sassi? Sassi. Schön. Hat 1, 2, 3, 4. Ist egal. Hat er deswegen. Куда хочешь сесть? Можно сюда. Логичнее всего, потому что компании большие. Закуски. Так, нам принесли такой вот суп из морепродуктов. Тут есть рыба, есть мидия. Ну, довольно вкусный такой, наваристый, бульон очень хороший. А? Да. Ну, там еще. Я удивлена, столько всего. Это кольца кальмара и какие-то с Креветки. крабом. А, с крабом? Ну, это клешни краба. Короче. И соус тартар. Соус тартар. Попробуем. Даша, скажи пару слов на камеру. Только что о чем мы говорили с тобой. Что мы уже хотим... Короче, мы думали, что мы Час что 11. нам принесут чисто будет сет. Мы сидим там, перекусим, подадут главное блюдо и все, и мы пойдем. Но нет, нам то салат доносят, то еще что-то, то 5-10, еще мы смотрим, еще десертные столовые приборы есть, и мы понимаем, что мы отсюда не уйдем быстро.
Хоть бы до утра справиться. Ну, действительно, еды много, поэтому да. Растянулись, ну, ждать нужно долго. Ну да, потому что готовят прям с ножа. Так, у меня сибас, а Даша лосось на гриле. Хорошо, что основное блюдо небольшое, потому что у нас Да, уже да, мало да. места. Так, мы досидели до десерта. Я не знаю, что это, похоже на жареное мороженое. Жареное. Да. У Даши такая штука. И как тебе? Что это? Клубника с каким-то кремом и посыпанная сахарной крошкой печенья. Нравится? Сейчас попробую это и все. Будем уже закругляться. Скажем спасибо нашему официанту и пойдем. Очень нежный крем. Говори ты, бо я спать хочу. Мы 5:25. Мы идем на море встречать рассвет. Будет ли красивый рассвет, неизвестно, но хотелось бы. Но хотя бы встретить восход солнца. Просто покупаться, пофотографироваться, попробовать водичку, посидеть, понаслаждаться морем, отсутствием людей и прекрасным восходом солнца в Турции. Я очень легко, быстро стала, я уже прям бодрая, и мне все нравится. А, уже вот. Так, надо бежать уже. Ага. Кот. У меня даже камера его зафиксировала. Привет. Тут все коты худые. Бабы котячі чи собачі котячі.
куча людей стоит, меня встречают, пожалуйста, берите напитки, берите то, танцуйте. Подснимем, что тут есть. Вообще. Рыба, овощи, котлеты. Не знаю, что это. Национальная, наверное. Все по стандарту, только вот новые такие запеченные овощи сделаны. Супы мы не едим, но вот, пожалуйста, кому нужно, суп из баранины на йогурте, суп из чечевицы, разные топпинги есть. Также какой-то кишкет, говяжья печень, луганский. Узбекский плов, интересно. Котлеты из булгура с фаршем. Фрия. Мясо. Такой вот типа шашлык. Рыба также на гриле, рыба каждый день есть, по-любому. Ну, тут ничего нового, соления, разные заправки, соусы. Тарелки красивые, новые. Это все, в принципе, всегда. Да. Сейчас я посниму еще десерты. Десерты, как мне кажется, вот сравнивая с теми отелями, где я был, здесь на уровень выше. Тут действительно бывают вкусные десерты какие-то, можно выбрать. Они очень красивые, по крайней мере. Да, и они стилизированы как под отель. Пожалуйста, кто любит сладкое, выбора тут предостаточно. Да, сегодня прям вообще очень много. Ну, так Я удивлен. уровень. Я даже не знаю, за что хвататься, что брать. Все хочется попробовать, все выглядит красиво. Видно, вот очень обидно. Так, все, я сейчас доснимаю вот это и все. Не видно. Винчики делают. Где? Все, мы садимся, потому что мы уже Я взяла слишком. коктейль тебе, потому что он алкогольный. Пей ты. Он мне 300 раз сказал, бери, я взяла. Все, мы пошли набирать. Бери мой телефон. Так, мы набрали в этот раз немного, попробовать всего по чуть-чуть. Я взял шашлыки с курицы, какой-то такой типа аналог пиццы, не знаю как называется. Плов взял, пару штучек жареной во фритюре цветной капусты. Даша взяла вареную цветную капусту, Люди такие... баклажаны. Что еще? Еще взяла такой вот типа, как кусочек шаурмы у них. Ну, попробуем. Небольшой апдейт. Я пошел еще за порцией шашлыка. Мы с Дашей сидим, мы просто в шоке от того, сколько тут людей. Я чудом вообще успел все это заснять, потому что первый раз тут были очереди на мясо. Шашлыка уже мало оставалось. Ну, наверное, пополнят, но я просто о том, Даже что... на цветную капусту, прости, Да. ревью была очередь, везде очередь. Не о том, что везде очень много людей, просто весь отель вышел. Еще сегодня будет вечернее шоу. Мы сейчас покушаем и пойдем занимать места. Дальше попытаюсь тоже что-то подснять.
пляже. Двигаем, заодно покажем, как работает трансфер. Ну, такой вот Бусан, такой небольшой, но в принципе всех хватает. Трансфер ходит каждые 20 минут. В автобусе работают кондиционеры, поэтому очень удобно. С 5 утра до 6 вечера, перерыв с 12 до часа дня. Да. Здесь абсолютно реально пешком дойти. Я тоже снимал, как идти, я не знаю, позже ставлю это или раньше. Но можно и на трансфере, если очень жарко или, не знаю, что-то ноги натерли, что угодно. Здесь хорошие. Мы один раз шли в трансфер, не дождались. И были наполовину пути, и он увидел наши сумки. У нас сумки отеля, мы выставляем сумки на пляж. И остановился и забрал нас. Приятно очень. Да. Вот это мы Даша гуглила вчера отель Цезарь, или как-то так он называется. Здесь очень старые номера, это тоже типа пятерка, но она ультра старая. Здесь есть два корпуса. Первый это вот этот, который ближе к морю, а второй чуть дальше мы проезжали, он прям действительно идти туда надо. Отзывы такие себе, да? Нам очень повезло в том плане с отелем, с номерами, что они действительно очень большие. Да, они подушатались уже за 2 года, но в общем и целом они просторные, огромезный просто балкон. Ну, кровать хотелось бы побольше, да, на двоих. При том, что мы средних габаритов люди, да, но тем не менее. В общем, вот уже и море. Да. Сейчас я заодно бар подсниму. 10 минут где-то. Dankeschön. Ну что с этими орехами? Ага. Синий бар. На баре есть мороженое в упаковках. Они его достают только с 10 утра, и оно, по-моему, до 4 вечера. Да, да. Оно просто как... Единственное, что мы на баре никогда на снеки не попадали. Куда? На снеки. Да. Когда снеки были. Такой вот барчик. Все водички набирал. Да, нам только воду, нам газировку не сделал. Доброе утро, Доброе утро. Доброе утро. Мороженое есть, пожалуйста. 9 утра мороженое есть. Ну, мороженое, конечно, все такое дешевое. Не, ну вот не это ты очень. брала с фисташками. Я это неплохое. брала, я это брала. Какое-то другое брала, его здесь нет. Хочу Ну, бери с другое. Я фисташками. хочу другое взять. Видела, люди такое что-то едят. Мгм. Попробую. Да, здесь какие-то там пиццы готовят, фрукты дают. Но на пиццу никогда не попадаю. Да, готовят пиццы. В обед еще какие-то Здесь в обед, вот после обеда тут все занято, просто Да. здесь места нет, реально. что-то не дают. Не знаю, попроси. Попроси. Я буду все. Ну, kein Fruits. Später, окей. Ага. Что-что? Позже. Сейчас достигнем. Да, Окей. Окей. Похоже, да? Да, да.
единственный такой минус на этом пляже, то что солнцезащитные зонтики не раскрывают, и некоторые есть простые, а некоторые с какой-то веревкой, и люди просто не понимают, как их открыть. Но тут уже последние дни мы до сих пор не разобрали. Что, куда-то налево сюда? А, нет, подожди, ну там вот есть свободная зона. Есть тут, но он ничего Ну, что тут такое? не знаю. Нет места. Мы с Нашкой идем в разведку. Мы уже вспотели нафиг полностью, потому что мы в халатах, иначе туда пройти нельзя. Может D&D поставить. Все, карточка у тебя. Пошли. Минус 2. Что за тяга? Заходить, да не выпустить, блин, я не понимаю. Да. Ну смотри, довольно оживленно. Люди есть в бассейне. Да, люди есть в бассейне. Можно тут упасть. Так, я уже испытал баню, парную и бассейн. Бассейн прохладный, но места здесь полно. Как кто любит спортивное плавание, чисто можно очень вообще легко почилить. 25 градусов бассейн, все записано, все контролируется и так далее. Сейчас покажу, как сауна выглядит. Это у нас торнадо. Дальше также есть турецкая баня, но она платная. И есть соляная комната, в которой можно подышать. Ну, такая вот соляная комната, вообще ничего особенного. Я помню, папа меня возил в Берегово у нас в Жаворонке. Действительно такая соляная комната была вся усыпана солью. Так там эффект другой абсолютно. Да, я тоже думала, что будет все. А здесь так чисто делали вот так вот чуть-чуть солью стены. Но люди в комментариях писали, что здесь плесень, ужасно нет плесенью. Ну, мне плесенью не воняет, но мне неприятно тут. Потому что это минус 2 этаж. Ну, да, это минус 2 этаж, Псовский. Она не сказала, что воняет плесенью. Просто Нет, просто хлоркой и затхло. затхло, да. И Просто здесь тоже не очень приятно. ну тут вообще ничего особенного. Это даже не то место, где ты такой, о, типа соль, можно посидеть. Вообще Да, ничего просто такого. как-то покрыли что-то непонятное. и всё. Абсолютная ерунда и бесполезная. Сауна хорошая, но места в ней немного. Ну, я снимал, показывал. Как это, паровая, вот это типа турецкая баня. Ну, как бы такая себе, она такая еле теплая, ты просто сидишь там.
пар фигачит. Я такое не очень люблю, я больше сауну люблю. В сауне, по-моему, 75 градусов. Если ты наверх заберешься, то так нормально уже жарит. Вот такой короткий обзор. Мы удивились, что тут много такого движняка, что и люди плавают и так далее, и занимают прямо это. И в зале занимаются. Да. Ну, новые идеи в отеле, понятно, кто зачем-то себе Да. занимает. Мы идем к нашему другу, брату, да, в аптеку. Я покажу вам эту аптеку. Он действительно неплохой такой парень, разговаривает на русском. Он нам подарил баночку этого крема бесплатно, да, хотя мы у него купили только там одно наименование товара, так сказать. Hallo Abe. Hallo. Darf ich was fragen? Wie viel kostet aber diese Lichthandy, das anders? Von Deutschland? This one? Ja. How much? 80 Euro. 18 Euro. Aha. In Deutschland. 80 oder 80? 80. 18. Okay, danke. Так, вот аптека, которую показывали. Сейчас мы с Дашей себе выбираем БАДов домой разных. Мы уже тут поотмечали, да, это вот Орз. Вот Б-комплекс, Орзакс. А нет, цены нету. Без... Вот эта вот фирма точно ChatGPT рекомендовала? Да, сказал, что это очень хорошая. И сказал, сейчас я посмотрю на состав. Ага, на турецком. Полностью на турецком. Хорошая аптека. Спасибо. Заходите, пожалуйста, на русском говорит. Мерт. Да. Да, все есть. Любые препараты, пожалуйста, витамины, какие хотите. Все хорошего качества. Вас хорошо встретят, обслужат. Все, спасибо. Спасибо большое. Все, пока. Спасибо. Так, снимаю распаковку, что мы набрали у нашего турецкого товарища. Значит, гинка биоба. Сколько? 240 миллиграмм. Дальше. Это он дал в подарок, Даша. Он уже и крем ей дал в подарок. И сейчас это мыло. Мы в предыдущий раз к нему заходили. Потом вот такая вот штука. Кератин с биотином. Еще куча там всякого. Для Даши. Дальше. Взяли пачку омега-3. Концентрация 1000 миллиграмм. Цены я просто не помню, потому что я с ним торговался. Орзакс — это хорошая тоже фирма местная, турецкая, разных там БАДов. Мне и GPT ее советовал. Вот такой вот комплекс из витаминов B12. Далее. Это уже мое. Для сидячего образа жизни, для суставов и прочего, потому что все начинает хрустеть и становится неприятно. Глюкозамин и прочие штуки. Дальше. Я сейчас скажу общую стоимость. Так. Как-то такой звук странный.
Порсакс Экстрамаг. Это что-то магний, да. 200 мг магнезиум, магнезиум биглюцинат, магнезиум цитрат и магнезиум малат. Ага, просто в стекле. Так. Ибопантен. Дашке надо. Фирменный, нормальный тоже. Так, за все про все я заплатил $68. Я не знаю, много это, мало, но мне кажется, что на iHerb я бы за эту сумму бы не заказал такие комплексные препараты. Вот как-то так. Так, мы еще хотели быстро показать, что тут есть на снэк-баре, потому что мы не часто сюда попадаем. Пожалуйста, можно себе бургеры делать, вафли, чурос. По стандарту картошка, какие-то наггетсы, котлеты для бургера есть. И есть вот немного зелени. Так, без излишеств. Да. Здесь бар также есть у бассейна. Есть бар еще, можно заказывать прямо с бассейна. Удобно. С чем хочешь мороженое? Давайте тогда первое заказывай, а второе. Я просто хотел лимон, и манго мне понравилось. Ну я карамель не хочу точно. Hallo. Ich hätte gerne Bubblegum mit Lemon und noch Honig. Was? Honig. Honig. Honig, Almond. Lemon gibt's nicht mehr, oder? Honey Almond hast du gesagt, oder? Ja, was gibt's nicht? Honey Almond gibt's nicht. Ach so, dann Mango. Super. Lemon, du hast gesagt dieses, ja? Mhm. Okay. Das ist so. Das was? Mhm. Bitte schön. Dankeschön. Возьми его. Okay. Danke. Манго. Что? Манго. Манго, лимон и баблгам. Там большая жужа. Да. Да, такая огромная была. Так, ну так вот выглядит мороженое, не знаю, как показать. Немного навалено тут баблгам, лимон и что еще, и манго я заказал, да. Вот такая вот штука. Ну действительно очень вкусное мороженое, неплохое.
Наш последний вечер в Турции. Как вы думаете, что мы делаем? Собираем чемоданы? Нет. Сидим, играем. Последний ветер Турции. Говорит человек, который через неделю улетает в Грецию и в Албанию. Заодно покажу бар сзади и Я, кстати, подсняла, когда за мороженым шла. там есть также выход на террасу. Терраса с видом на бассейн и на сцену. С чем-то. С маком. Возьми себе, Зая. Да я не хочу булки брать. Давай возьмем что-то из фруктов и до свидания. Мы просто пришли, что-то хотим взять чуть-чуть с собой в дорогу. И ресторан заявлен как 24/7, но здесь есть вот пару только основных блюд, которые остались. Чуть-чуть каких-то салатов и все. И, ребята, вот просто вот реально все. Видишь, какие бананы уже. Все остальное пустое. И даже сесть покушать вы не можете, потому что свет выключен. Да. Вот так вот. Наконец-то мы дошли до рум-тура. Так, сколько отелю, Даша, лет? 2 года или 3 года? В апреле 23-го года. В апреле 23-го года. Ну вот как бы. Такая вот история нас встречает. Есть место для хранения. Такой вот шкаф. Пожалуйста. Тоже видно, полочки такие чуть поотваливались. Видно, как-то их приделали. Ну, не суть важно. Далее есть сейф. Понятное дело. Есть достаточно много тремпелей. Есть 2 халата. Дают тапочки. Мини-бар обычно наполняют, но нам как-то частично его заполнили при заселении. Так, сразу с порога направо у нас ванная комната. Точнее, душевая. Так, фен. В принципе, хороший. Даше он не нравится, потому что Даша не привыкла пользоваться фенами в отелях. У нее есть свой, да, Даша, который ты выиграла? Да, у меня да. Ну, поверьте, фен действительно хороший, он мощный, и свой таскать не обязательно. Такая вот обычная удобная раковина. Что-что? Прости, пожалуйста, перебью. Ты еще хотел, чтобы я свой фен взяла. Да, Как мы это все поместили? это было бы Просто печально. Впихнули невпихуемое. Угу. Так, что тут дальше? По всяким принадлежностям вопросов нет, пополняют довольно быстро, каждый день, там ничего просить дополнительно не надо. Здесь также есть все необходимые штуки, типа ушных палочек, там, женских каких-то приколов и так далее. Да, шапочки для душа. Вот душевая, собственно говоря. Она небольшая, не маленькая. Ремонт опять же вот такой вот. Здесь есть такая, кстати, штука. Сейчас. Опа. Можно видеть, что там происходит. Единственное, что хочу отметить, это такой большой плюсик отеля. Ну, еще бы за эти деньги. То, что с водой, в принципе, никогда проблем не было. Несмотря на то, что у нас сейчас полная заполненность отеля. Полное поселение, но всегда была горячая, холодная вода, достаточный напор и так далее. Никогда с этим никаких проблем не было. Дальше. Это у нас и зеркало, и в нем вмонтирован телевизор. Включать я его не буду. Показывает какие-то немецкие каналы, также какие-то пару украинских есть, наверное, и русские есть. Но мы его ни разу не включали, так чисто, просто потыкали. Один раз. Да, ради интереса, мы не телевизор сюда приехали смотреть. Это я проверяю, даже он говорит, проверь, ничего ли мы не оставили, потому что мы спаковали чемоданы, и нам через пару часов забирают трансфер. Ну, я начинаю проверять. Открываю, значит, дверку, и такой решил подпрыгнуть, смотрю, в углу лежит какая-то пачка. Оказалось, кто-то забыл пачку сигарет. Но мы их тут как бы и оставим. Это не наше, мы не курим, брать с собой не собираемся.
Места довольно много. Шикарно. Да, места довольно много. Ну вот кровать, честно говоря, она маловата. Мы средних габаритов люди, но для нас она маловата. И мне не нравится в турецких отелях постоянно вот эти теплые на матрасники, от которых просто настолько жарко спать невозможно. И матрасы, кстати, довольно мягкие. Ты когда один просто поворачивается, не говорю там что-то прыгать, что-то не делать, просто повернуться, поправить подушку, ощущение, как будто ты на какой-то яхте в шторм попал. Скажи, эти штуки очень неудобные. Ну, я, честно говоря, к ним привык, но вот эти вот типа одеяла, они, как я не знаю, ну такое, как вафельное какое-то полотенце. Не особо приятное, хотелось бы что-то более нежное, да. Мне очень удобные подушки, они очень высокие, я первую ночь вообще спать Не знаю, мне могла, подушка спала без удобная. подушки. У меня это опять же субъективно. Вот мне очень она удобна была, никаких проблем не вызывала, Даша неудобно. Ну, у кого своя подушка тоненькая, ему будет очень Так, неудобно. балкон. Тоже, в принципе, большой плюс. Открывается. Огромный, действительно огромный балкон. Можно делать что хочешь в этом балконе. Сейчас я вот так вот сделаю, покажу наглядно. У нас выход прямо на город. И в уголок, если посмотреть, можно увидеть сцену, стол для настольного тенниса. Вот так вот. Что еще из плюсов? Кондиционер тоже огромный плюс. Никогда в номере не было проблем с кондиционированием. Сейчас, секундочку. Опа. Вот. Включается он очень просто. Главное, чтобы была закрыта балконная дверь. Если у кого-то не работает кондиционер, просто еще раз закройте балконную дверь и включите. Здесь также есть выбор режимов. Можно настроить, чтобы он сильнее дул, меньше дул и так далее. Можно таймер настроить, но мы им не пользовались, честно говоря. Охлаждает супер быстро. Не надо там долго ждать. Там пару минут, и комната действительно уже можно приятно находиться. Так что такой вот обзор. Что еще показать, больше не знаю. Вроде бы все основные моменты показал. Постельное белье нам не знаю сколько раз меняли, 1 или 2. И там пятнышко, там грязное, там Да, кстати, такое было. Не очень это приятно. По уборке убирают довольно поверхностно, да. Но самое главное, что постоянно пылесосят. Полотенца всегда чистые, ни разу грязные полотенца не попали, всегда свежевыстираны. 0 вопросов к этому. Ну, розеток, может быть, хотелось бы чуть больше, потому что вот одна розетка только присутствует. И с Дашиной стороны то же самое. Да, есть тут, но кому как удобно, это уже такое. Вот такой вот мини-бар. Мы оставили только чай, потому что мы чай этот вообще не любим. И нам повезло, что мы на 2-м этаже, потому что когда отель полностью загружен, есть проблема с лифтами. Тут 2 лифта или 3. Да, нет, вообще 3. Просто 2 центральных и 3-й еще один там сбоку где-то был. Да. И очень много людей пользуются ими, соответственно, нужно ждать постоянно. И лифты еще ездят в очень странном порядке, поэтому ты можешь ждать реально очень долго. Мы ходили... Ну, особенно во время обеда. Ну да, мы в последнее время ходили пешком, потому что абсолютно бессмысленно его ждать. Все, на этом мы наш обзор завершаем. И желаем всем хорошего дня.